В этом видео мы поставим вас перед выбором тренировки дома или в тренажерном зале, где быстрее и эффективнее заниматься для достижения результата. Все плюсы и минусы домашних занятий, которые противопоставляются плюсам и минусам тренировок в тренажерном зале. Fight! Только тренируясь в тренажерном зале, я чувствую силу в своих мышцах и уверенность в себе. О, а это что такое? Банчик, что ли, да? Его вот так носить нужно? Ага, ну-ну, не слушайте ее или его, по-моему, это вообще мужчина. Я просто обожаю тренироваться дома, это же так удобно, ты сам себе тренер. Зачем ходить в какой-то тренажерный зал и платить деньги? И я же не хочу стать огромным качком и быть похожей на мужика. Fight! Ой. Самый огромный плюс домашних тренировок лично для меня в том, что вам не нужно никуда идти. Вы представляете, как сложно себя заставить вообще выйти из дома, когда плохая погода? А так этот тренажерный зал находится у вас прямо дома. И, конечно же, ваши тренировки проходят быстрее, потому что не нужно до них добираться. Больше всего в тренажерном зале меня привлекает именно атмосфера, а вернее люди, которые создают ее. Ведь когда ты приходишь в зал, все занимаются, все пыхтят, все работают над своим телом. Ты просто обязан работать еще больше. Я хочу от тебя точку и точка и то. А? Что? Извини, тебя не слышала. Мне нравится тренироваться дома из-за того, что я могу включить свою любимую музыку или свой любимый фильм или сериал и тренироваться под то, что меня мотивирует, а не под какой-то громкий и ужасный рок или стоны каких-то потных мужиков. Приходя в тренажерный зал, ты занимаешься только спортом, ведь вся атмосфера настроена только на тренировку. В крайнем случае можно поставить телефон на беззвучный режим. Нужно уже постирать. Дома вы можете заниматься в чем угодно, никто на вас не смотрит и не будет вас осуждать. Пусть вы занимаетесь в каких-то домашних трениках, на которых какое-то пятно, которое не отстирывается, неважно. Вы занимаетесь для себя, у себя дома, когда на вас никто не смотрит. Тренажерный зал — это просто отличное место для того, чтобы найти новые знакомства, поделиться своим опытом, услышать новые советы от других людей, которых интересует то же самое, что и тебя, возможно, найти свою вторую половинку. Ну и, конечно же, тренироваться в окружении таких людей гораздо эффективнее. После тренировки у меня будет свой уютненький и тепленький душик. Мне не нужно будет брать с собой какие-то тапки, чтобы, не дай бог, не подцепить себе грибок. Да и после этого душа у меня будет своевременный прием пищи, тепленькой курочки и гречки. Мне не нужно будет ждать, когда я приеду домой и наконец-то поем. Круто! Конечно же, при грамотном рационе питания и грамотной программе тренировок в тренажерном зале результат будет гораздо быстрее, чем нежели вы тренировались бы в домашних условиях. Так, сегодня куплю мороженку. Конечно же, если вы тренируетесь в домашних условиях, вам не нужно платить за абонемент посещения своего дома, потому что вы тренируетесь у себя дома, и это бесплатно. Вам не нужно платить за месячный, а то и годовой абонемент, а согласитесь, если вы живете в столице, это очень дорого. Приходя в тренажерный зал, вы видите множество тренажеров на различные мышечные группы, изолированные или базовые, и здесь уж точно будет у вас выбор, чем заняться, в отличие от тренировок дома. Ну и зачем мне эти тренажеры? Я видела, какие мышцы вырастают после них. Мужик. Вы даже не представляете, сколько можно делать упражнений с собственным весом, даже с подручными средствами. Вы можете взять бутылки и тренироваться вместе с ними. Зачем покупать гантели? Да и к тому же в интернете полно упражнений, которые вы можете выполнять в домашних условиях. К примеру, канал T-Gym. Конечно же, тренируясь в тренажерном зале, вы гораздо быстрее, а главное качественнее сможете увеличить свою мышечную массу. Ну и это, в принципе, логично, потому что здесь достаточно большое количество дополнительных весов, блинов, штанг и так далее. И ваша попа точно после этого вырастет по сравнению с тренировками с 2-килограммовыми гантелями. Если вы начнете заниматься в домашних условиях самостоятельно, то вы станете в итоге дисциплинированным, ответственным и пунктуальным человеком, а это многого стоит.
Но если ты не уверен в технике выполнения упражнения, которое ты выполняешь, можно просто подойти к тренеру. Если это тренажерный зал хороший, то он, конечно, обязан там быть, и просто спросить совета у него. Ой, эти тренера, они постоянно говорят, что я должна делать. Я не люблю, когда мне говорят, что я должна что-то делать. Я люблю сама выбирать упражнения, которые мне нужны. Finish her. Иногда так тяжело себя заставить тренироваться, вы даже не представляете. Мне хочется просто полежать на диванчике, посмотреть телевизор. Я не хочу заниматься этим фитнесом, это неинтересно. Первый и самый главный минус – это, конечно же, абонемент, вернее его стоимость, потому что если тренажерный зал хорошо оборудованный в центре города, это немалые деньги. Почему-то именно когда я хочу начать свою тренировку, все начинают мне мешать. Мама, папа, муж, кот, все мне мешают и чего-то хотят от меня именно в этот момент, а я хочу просто тренироваться. Так, что у нас сегодня? Солнце. Да, ну, на солнце. Я, наверное, позагораю лучше сегодня. Конечно, погода тоже имеет огромное значение. Если за окном непогода, дождь, слякоть, поверьте, очень сложно заставить себя выйти из дома и доехать до тренажерного зала. Я уж не говорю потом добраться уставшей домой. Вот там вот на канале в YouTube, T-Gym называется, показывает упражнения с гантелями, а у меня их нет. У меня даже скакалки нет. И вот этого мячика, фитбола нет. Вот что мне делать, как я буду заниматься, если у меня ничего нет здесь дома? К сожалению, многие новички боятся ходить в тренажерный зал именно из-за мнения окружающих людей, что они думают о них, как они выглядят, как они оделись, как они занимаются в тренажере, как они вообще выполняют какое-то упражнение и как они вообще довели себя до такого состояния, что они вынуждены ходить в тренажерный зал. Поэтому мнение окружающих и вообще наличие людей в тренажерном зале, к сожалению, тоже является минусом. Конечно, тренируясь дома самостоятельно, ты сам себе тренер. Конечно, можно посмотреть на видео, как кто-то выполняет упражнения, но оценить адекватно свою технику выполнения упражнений порой бывает очень и очень сложно. Если вы посещаете тренажерный зал, то запаситесь хотя бы 2 часами свободного времени в вашем дне, потому что дорога до тренажерного зала, если это плохая погода, я вообще молчу. И, конечно же, похожие мелочи наподобие переодеться, подождать очередь у тренажера, это тоже придется выдержать. Но вот как я должна здесь тренироваться, если просто-напросто нет места? Это большая проблема. Конечно, если вы занимаетесь в тренажерном зале, и в этом зале нет по какой-то причине тренера, и у вас некого спросить правильную технику выполнения упражнения, очень будет велик шанс получения травмы, и поверьте, такая травма будет гораздо серьезнее, чем травма, полученная в домашних условиях. Да, покупка такого инвентаря, как гантели, влетит вам в копеечку. А вы уверены, что вы будете заниматься, и они не будут лежать где-то в углу и пылиться? Ну и следовательно, если вы тренируетесь в тренажерном зале с большими весами, конечно же, крепатура после таких упражнений будет гораздо дольше длиться, и мышцы будут болеть гораздо больше. Самая большая проблема домашних тренировок, самостоятельных тренировок в том, что вы неправильно подбираете свои упражнения и в особенности не следите за своим питанием. Из-за этого может не быть результата. Fatality! Fight! Scorpion! Lucan! Finish him!